Всем привет! Сегодня в меню простой, но очень вкусный фруктовый тарт. К 100 граммам пшеничной муки добавляю 5 граммов разрыхлителя. Это мерная чайная ложка. 1,5 грамма соли. Это вот такая четверть чайной ложки. 30 граммов желтка. Яйца второй категории. 2 штуки. Растираю или взбиваю их. Добавляю 60 граммов сахара. Вот до такого светлого состояния. В планетарном миксере используйте насадку весло. Частями ввожу 75 граммов мягкого сливочного масла. Каждая следующая порция вводится, когда вмешали предыдущую. Ну, в общем, примерно в 4 захода. Масса однородная. Всыпаю сухие ингредиенты и быстро на минимальных оборотах, не больше минуты, перемешиваю. Здесь такая тонкость. Замешивать нужно быстро, но так, чтобы ингредиенты перемешались. То есть у вас не должно быть непромешанной муки. Все, тесто готово. Выкладываю его на пленку, накрываю, убираю в холодильник минимум на 2 часа. Можно сделать накануне и оставить на ночь. Возьмите 400 граммов свежей клубники или каких-либо других ягод. Вымойте, очистите и крупно нарежьте. Насыпьте на клубнику 30 граммов коричневого или белого сахара и оставьте на пару часов. Через несколько часов беру 15 граммов сахара и добавляю к нему 4 грамма пектина NH. Можно использовать и другой пектин, но я не скажу пропорции, смотрите на упаковке. Если нет никакого пектина, можно заменить сочетанием крахмал-желатин. Например, смешать с сахаром 15 граммов кукурузного крахмала и замочить 5 граммов желатина. Пектин NH, он довольно сильный, его нужно небольшое количество и он термообратим. И теперь я ставлю ягоды на плиту. Они у меня дали сок, и я переложила их в сотейник. Можете, кстати, сразу оставлять в сотейнике. Нагрев делаю небольшой и помешивая довожу до кипения. Можно немного их поддавливать, чтобы сока было чуть больше, но лучше в кашу не превращать. Пусть у вас будет такой красивый конфитюр. Здесь, кстати, совсем не обязательно клубника, вы можете использовать малину или какие-либо другие ягоды или фрукты. Пропорции те же, но может быть вам захочется просто больше или меньше сахара. Нагрев не делайте большой, иначе у вас не успеет выделиться сок. И будет много ягод и совсем мало жидкости. И в итоге к моменту закипания масса имеет у вас вот такой вид. И когда вы видите, что она начинает кипеть, струйкой и все время помешивая, всыпаете хорошо размешанный с сахаром пектин. Варите при тихом кипении 2-3 минуты. Добавляйте чайную ложку лимонного сока. Все вместе прогреваете и выключайте нагрев. Пусть остывает. Теперь я включаю духовку на 180 и подготовлю форму. Для выпечки основы я буду использовать кольцо 18 см. Можно использовать разъемную форму. Я смажу внутри его маслом и присыплю сахаром. Кладу лист пергамента, немного присыплю мукой. Если у вас противень с бортиками, можете сразу положить его на противень. Можно выпекать на силиконовом коврике. С холодильника достаю тесто, сверху тоже немного присыпаю. И раскатываю под размер кольца. Можно брать квадратную форму со стороной 16. Кстати, пленку с одной стороны можно и не снимать, а раскатывать прямо по ней. Можно подравнивать скребком, чтобы было меньше отходов. Это моя духовка. И когда раскатали, вырежьте круг. Берите остатки и отправляйте в духовку примерно 20 минут. Ну вот и такого красивого цвета. Ровно 20 минут. Если какие-то у вас там остатки, то их, конечно, уберите раньше, иначе они сгорят. Дайте остыть и аккуратно переместите на тарелку, где будете собирать тарт. Хочу предупредить, что обращаться с этим коржом нужно очень деликатно и аккуратно. Он хрупкий и его можно сломать, но зато очень вкусный.
Или я беру 100 граммов жирных сливок для взбивания от 33%. Сливки я взбиваю сначала на малых оборотах, постепенно увеличиваю. То есть делаю крем шантильи. Это по вашему желанию. Данный тарт можно делать просто с фруктовым конфитюром и свежими фруктами. Я верю, что вы помните, сливки должны быть очень-очень холодными. Когда взбила сливки до пышной пены, просеиваю в них 20 граммов сахарной пудры. И все вместе перемешиваю и взбиваю. Вы, кстати, можете сделать какой-то другой крем, добавив к сливкам маскарпоне или какой-то загуститель в виде желатина или крахмала. Видео на канале такое есть. Готовые сливки, если вам не нужны, поставьте в холодильник. Но это не значит, что до завтрашнего дня. Это буквально там на какое-то время, час, например. Если вам после холодильника вдруг покажется, что они плохо взбиты, можете их довзбить. Вот такой конфитюр в остывшем состоянии. Я беру полностью остывшее основание и выкладываю на него полностью остывший конфитюр. И здесь тоже возможны варианты. То есть вы можете выложить, отступая от края, а по краю отсадить, допустим, взбитые сливки. Или сделать вот так, как я. Вровень, а сливки отсадить сверху. Ну, в общем, проявляйте творческую фантазию. И, пожалуйста, помните, что это такой тарт выходного дня. Приготовили и с удовольствием съели. Теперь можно отсадить взбитые сливки. У меня обычная гладкая насадка. А кто не хочет взбитые сливки, тот берет свежие ягоды, нарезает и укладывает сверху. И сверху также можно украсить свежей клубникой. Ну вот примерно так. Можно добавить сюда еще мяту, базилик. У меня, по-моему, только розмарин сейчас. Вот такой летний фруктовый тарт у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. Прийти, рукой бери. Так, Катя, не ворчи. Привет. Я знаю, что ты давно ходишь тут, вокруг меня, поэтому я тебя позвала. А если бы не ходила? Если бы не ходила, я бы и без тебя попробовала. Выглядит великолепно. Все, Катя, дегустируем, сейчас скатится. Ты весь развалила. Вкусно? Вкусно. Дай-ка я тебе немного. Катя, я потом... Не надо на меня так смотреть, я тебе потом отдам свою часть. Очень вкусно, очень нежно. Клубника со сливками. Классика жанра. Ну, клубника со сливками уже меня не удивишь. Угу. А вот тесто и вот эта вот штука, что это? Конфитюр. Да, конфитюр клубничный. Мы с тобой некрасиво пробуем. Но зато нам очень, очень вкусно. О, да. Тесто просто, мама, на божественное.